Всем привет! В прошлом видео я затрагивал тему боевых талантов. Кто еще не смотрел, советую посмотреть. Ссылка будет в описании. В этот раз я хочу рассказать о талантах на развитие. Некоторые из них зря не воспринимаются всерьез. Чтобы открыть список всех талантов и прочитать их описание, нужно перейти в раздел «Герой», потом в раздел «Талант», «Галерея талантов». Так как мы будем говорить о талантах на развитие, то переходим в «Развить». Прежде всего, хотелось бы отметить, что существуют так называемые таланты героя и таланты королевства. В чем их различие? Талант героя будет работать только у героя, владеющего этим талантом, а талант королевства будет давать баф полностью на весь ваш замок. Также хотелось бы отметить то, что таланты королевства, если вы их будете иметь на нескольких ваших героев, то есть управление финансами там будете иметь на варваре и панде, не будут стакаться. Так, дальше хотел бы поговорить о стратегии прокачки талантов на развитие, ведь всем хочется в первую очередь усилить своих боевых героев. Что же выбрать, развитие или силу героя? Во-первых, сейчас был добавлен дополнительный слот, в который можно поймать только фермерский талант. Это значит, что даже у ваших боевых героев будет возможность получить таланты на развитие. Но я бы не стал вкладывать свободные камни талантов на основных героях в прокачку фермы. Все-таки это боевая игра. На основных героев стоит поставить определенные таланты на развитие после прокачки всех боевых, но об этом речь пойдет позже. Во-вторых, боевых героев на арене, которые должны показывать результат, всего 5, а на ранних этапах игры только 3. Так как в игре 4 бесплатных героя с таверны, один покупается в начале игры за $1, и в ивентах можно собирать новых, то в какой-то момент вы можете переступить порог в 5 героев, и вам не будет смысла, а скорее всего и возможности прокачивать всех полностью, а соответственно ловить им боевые таланты. Поэтому этих героев как раз таки можно оставить под сборник талантов королевства для различных бафов. Но также не стоит упарываться и тратить все камни обновления талантов, чтобы словить 4 нужных вам фермерских таланта на этого героя. Если у вас еще не пойманы боевые на основных героев, 2 таланта развития чаще всего достаточно иметь в наличии. Позже, при возможности, можно будет еще добавлять. Также совет для новых игроков: вы можете заранее прикинуть, с чем вы будете играть, каких героев собирать и качать. Соответственно, других сразу выделить под фермерские таланты, что вам может очень сильно облегчить жизнь в начале игры. Если вы хотите узнать, какие герои с какими хорошо синергируют и какие войска им нужно качать, пишите в комментариях. Я запишу видос на эту тему. Теперь также хотелось бы напомнить то, что так же как и у боевых талантов, у фермерских талантов есть градация на начальный, средний и высокие уровни. Чем выше уровень, тем выше процент, чем выше бафы, которые вы будете получать. Но в отличие от боевых талантов, у фермерских нет смысла прям сильно упарываться в высокий уровень. В некоторых случаях, если у вас мало там камней обновления талантов, то можно довольствоваться и средним, и начальным уровнем. Так это все равно будет какая-никакая прибавка. Описание каждый раз я не буду читать, так как вы можете его сами здесь прочитать или открыть галерею талантов и сами ознакомиться. Поговорим теперь как раз по порядку о всех талантах. Первое – это нахождение пути. Это талант героя. Как я и говорил, он будет работать только на героя, владеющего им. Может зайти на ранних стадиях игры, чтобы быстрее грабить брошенные замки, разбросанные по карте. Но так как работает на одного героя, то это довольно-таки сомнительная затея. Тратить камни обновления талантов, которых и так будет не хватать на этом этапе игры. На поздних же этапах есть более интересные таланты, на которые стоит потратить слоты героям, которыми вы будете атаковать. Следующий талант – это у нас управление финансами. Хорошо подойдет твинам и игрокам, у кого недостаток ресурсов из-за отсутствия или недостатка твинов. Хорошо синергирует с богатым урожаем из книги заклинаний, из книги магии. В само заклинание можно мгновенно получить продукцию ресурсов за определенное количество часов, в отличие от прокачки. Так как у вас будет больше ресурсов приходить, то и, соответственно, от этого заклинания вы получите больше. Следующее – это у нас технология. Увеличивает скорость исследования в академии. Если у вас достаточно много чего нужно прокачать в академии, и у вас есть на это ресурсы, руда и ускоры, то этот талант может очень хорошо зайти. Особенно советую донатерам, которые на новых серверах любят прорашить в левел. Вы потратите меньше денег на ускоры и сможете потратить эти деньги во что-то другое. Если Академ не простаивает, как пассивная прибавка, даже без использования большого колва ускоров тоже вполне может быть актуален этот талант. Но в некоторых ситуациях для простых игроков это может пойти в минус.
Если у вас недостаток ресурсов в каком-нибудь ивенте, например, в бездне нужно сократить время исследования 8000 минут, вам придется потратить больше ресурсов и руды, чтобы закрыть это задание, что могло не входить в ваши планы. Строительство. Здесь, в принципе, все аналогично с талантом технология. Собирательство. Увеличивает скорость сбора войск на полях. Если бы был талантом королевства, для начинающих игроков был бы очень сильным талантом в плане развития. А так, один герой, собирающий чуть быстрее, когда у тебя 7 и более героев, погода не делает. А всем героям ловить такое довольно-таки затратно и не стоит этого. Если случайно попался вам на ранних стадиях на фермерского героя, то вполне можно оставить при желании. Но скорее этот талант рекомендовал бы иметь на твинах. Также этот талант хорошо синергирует с повышением скорости бора в книге магии. Алхимия. Абсолютно бесполезный талант. Как сами золотые рудники на карте, по моему мнению. Их давно нужно было либо убирать, либо перерабатывать. Не рекомендую собирать золото, а соответственно и этот талант. Небольшой пролаг в игре. Муштра увеличивает скорость найма войск. Этот талант скорее для поздней стадии игры, когда уже основные здания построены и улучшены до максимального уровня, и основные исследования в Академии были проведены. Для 30-го левела игроков, у которых уже нет особых проблем с ресурсами, и есть надобность в наросте мощи, чтобы ей размениваться с врагами, этот талант хорошо подойдет. Для лоу-раток только донатеров это имеет смысл, которые тратят много ускоров на армию. Так они смогут сделать больше войск. Но в целом для новичков лучше работать над качеством, чем над количеством. Обучение. Если вы не супердонатер, который зарашил ратку и таверну, то, скорее всего, пока вы сможете себе апнуть таверну следующего уровня, у вас уже накопится достаточное количество опыта в рюкзаке, чтобы апнуть героя сразу на следующий уровень. Да и в целом, получение опыта не проблема. Если каждый день просто ходить на мобов и дома, даже без доп-тонуса. В общем, не рекомендую. Искусство охоты. На ранней стадии игры, если у вас недостаточно мощи, чтобы пробивать самых сильных мобов на карте и получать максимальные плюшки за ваш тонус, это имеет смысл. Но я бы скорее посоветовал в книге магии прокачать специализацию на охоте, чтобы не тратить ко мне обновление талантов в поиске этого. Вот, специализация на охоте, она точно так же уменьшает количество раненых при нападении на монстров. Искусство добычи руды. Так как большинство дней вы собираете одним героем, то этот талант имеет смысл. Но все-таки из-за того, что он работает только на одного героя, то относительно некоторых других он не так хорош. Искусство нагрузки. На высоких ратушах у вас не будет проблем с нагрузкой, а на низких потраченные камни талантов не стоят этой прибавки. Искусство защиты. Очередной бесполезный талант. Не полетите же вы атаковать с полным замком ресурсов. Аналогично, вы не будете спать без купола, когда у вас на сервере война и у вас пару сотен миллионов ресурсов в замке. Единичные случаи, когда этот талант может вам помочь, когда вы кого-то грабите, а вас в это время неожиданно проатаковали. Очень маленькая часть лишних ресурсов у вас сохранится. Но этот талант вообще этого не стоит, а в некоторых случаях он еще и вреден. Если ваш твин поймал такой талант, то вы будете меньше ресурсов с него грабить. Искусство лечения. Ускоряет лечение в лазарете. Если вы часто воюете от крепа, на руде или в пустом канале, везде, где потери идут в лазарет, вам этот талант поможет побыстрее отлечивать войска и тратить меньше ускоров. Скорее подойдет для высоких левелов. На лоу-ратках потери реже, меньше, и талант будет не так эффективен. Да и вообще, советовал бы новичкам с лоу-ратками без большого количества винов больше делать приоритет на развитие, чем сливать все ресурсы на войну. Иначе застрянете на 24-й ратке условно, и все. Искусство строительства. Потратить 100 миллионов ресурсов на ап-портал или 90, есть разница? Довольно-таки существенная, особенно если учитывать, что типов ресурсов аж 4. Если у вас нет 100-500 твинов и бесконечность ресурсов, то вам этот талант подойдет для развития, особенно если есть ускоры. Их сейчас дают в большом количестве. Но, естественно, нет смысла пытаться поймать этот талант, если у вас все здания 30 уровня. Искусство изучения. В принципе, аналогично с предыдущим талантом. Единственное, что хотелось бы отметить,
что уменьшение не влияет на колво затрачиваемой руды. Искусство лечения. Так как потери в лазарет будут всегда, как бы вы ни старались избежать сражений, то этот талант подойдет одинаково хорошо всем. Правда, если у вас много твинов или достаточно ресурсов скопилось на 30-й ратуше, то можно этим талантом пожертвовать в пользу ускорения лечения. Искусство воскрешения. Ваш тонус будет восстанавливаться быстрее. Соответственно, вы сможете больше бить мобов и дома и получать с них плюшки. Советую ускорение восстановления тонуса получить как можно скорее. И в талантах, и в снаряге, и прокачать в академии. Ведь разница полученного вами тонуса с каждым днем будет делать разницу с вашими соперниками. Когда-то давно, когда было намного меньше всяких штук в игре, которые нужно качать, тонус был основным или одним из основных способов стать сильнее. Призыв к оружию. Если вы собираетесь в короткий срок создать большую армию, но при этом ваше колво ресурсов ограничено, то этот талант вам подойдет. Резак гор. Очень хороший талант, который также рекомендую получить и прокачать как можно скорее, ведь он в потенциале увеличивает как раз таки качество ваших войск. Со старта можно прокачать этот талант на фермерском герое, так как боевой армии вы все равно не будете стоять, собирая в пустом канале. А как вы станете достаточно сильны, чтобы вас не смог сбить каждый второй, то этот талант рекомендуется получить в последний фермерский слот для своего боевого героя. Исследование. Аналогично с резаком гор. Очень важный талант, но в приоритете я бы поставил его после резака и тонуса, так как пыль собирается гораздо реже. Умелый боец. До 30-й ратки я вообще особо не улучшал бы войска не элитные. Их проще слить и построить новые. А элитки у вас, скорее всего, будет не так много, чтобы этот талант много что решал. Но вот потом, когда появится возможность апать войска благодаря фракциям на плюс 1 или плюс 2 левела, то вам довольно-таки часто и в большом количестве придется переводить войска. Так что там этот талант может заиграть. Следопыт. Хочется сразу отметить, что этот талант не уменьшает количество материала фракции, которое требуется для улучшения ваших войск. А так как улучшение войска в основном актуально для высоких раток, у которых должно хватать ресурсов, особенно с твинами, то этот талант может быть не особо актуален. Хотя если вам нужно апнуть большое количество войск, а у вас проблемы с ресурсами, то вполне можно задуматься над получением этого таланта. Стратегия успеха. Я считаю это не особо актуальным талантом, так как торговец и так часто идет на уступки. А если даже и нет, то не проблема подождать, пока его злость пройдет. А закупаться в больших масштабах, что вы не можете ждать, я не советую, так как чаще всего цена у торговца даже с максимальной скидкой превышает реальную стоимость товара. Исключения разве что могут быть специфические задания в ивентах типа покера. Перевозка груза. Опять же, контрабанду у торговца берут не так часто, что максимум набирать в 3 слота. Ждешь, пока ее привезли, и идешь сразу опять что-то закупаться. Поэтому не вижу проблемы в нехватке времени, необходимости его сокращать. Проще пару раз подождать 3 часа, чем тратить слот на этот талант и терять потенциально другие бафы. Я постарался донести до вас, что не стоит пренебрегать фермерскими талантами, но также не стоит слишком упарываться в них. Нужно стараться соблюдать баланс. Я рассказал, какие таланты примерно на каких левелах и в каких ситуациях будут актуальны. Для удобства в одном месте я собрал очень важные таланты, помогающие ускорить вашу прокачку. Они сейчас перед вашими глазами. Также бесполезные таланты, по моему мнению, которые не дают прибавки, либо прибавка слишком маленькая. Талант для тех, у кого есть ресурсы и они хотят быстрее развиваться. И таланты для тех, у кого нет твинов или слишком мало ресурсов. В общем-то все. Всем спасибо за внимание. Пишите в комментариях, по какой теме вы хотели бы увидеть новое видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте думать своей головой.